Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня мы поговорим о Ринго Старре. Вообще, каждый участник Битлз – это легенда. Ведь каждый внес свой вклад в успех группы. Добрый и мудрый Ринго Старр выступил в роли некого связующего звена между очень разными по характеру остальными участниками ливерпульской четверки. Джон Леннон дал прекрасную характеристику коллеге через призму трех других музыкантов. «Каждый из нас, — говорил Леннон, — вносил в группу что-то свое. Пол был лицом, я мозгами, Джордж с его мистицизмом духом, а Ринго был сердцем». Ринго Старр родился в 1940 году и назвали его в честь отца Ричардом. Был он единственным сыном Ричарда Старки и Элзи Глиф, которые в 30-е годы вместе работали в местной пекарне и, так сказать, заквасили свои семейные дрожжи. Молодые поженились в 36-м и поселились в доме 9 по улице Мадрин-стрит в бедном и запущенном районе Ливерпуля, который местные называли Дингл. Когда маленькому Ричарду исполнилось 3 года, Ричард-старший семью оставил, и в 44-м маленький Ричи с матерью переместился в дом поменьше, но тут же, за углом. Так он и жил там до тех пор, пока вместе с Битлз не переместился в Лондон. Ну а тогда Элзи нужно было как-то зарабатывать. Она пошла в бар официанткой, оставляя мальчика на попечение соседей или дедушки с бабушкой. В 5-летнем возрасте Ричи пошел в школу. И все поначалу было ничего, но в 6-летнем возрасте его увезли в больницу с приступом аппендицита. Диагностировали поздно, воспаленный аппендикс лопнул и гной растекся по полости живота. 6-летний Ричи с острейшим перитонитом был при смерти и лежал в коме целых 2,5 месяца. За это время над ним произвели еще 7 операций. Вообще, на примере Ринго Старрова детства можно писать диссертацию на тему, что такое не везет и как с ним бороться. Ведь, очнувшись после 2,5 месяцев, он увидел на соседней больничной кровати мальчика. Этот мальчик попросил его игрушечный автобус поиграть. Ричи потянулся с автобусом, потерял равновесие и грохнулся с высокой больничной койки об каменный пол головой. Сотрясение мозга, из-за которого он провалялся в госпитале еще полгода. Я, конечно, не врач. Но и не врачу даже понятно, что длительное коматозное состояние и сильное сотрясение мозга умственному развитию не способствуют. И когда Ричард вернулся в школу, в свой класс, выяснилось, что он отстал от всех безнадежно. Он раньше-то учебой не горел, а тут как попал в дураки не успевающие, интерес совсем потерял. Ричард стал прогуливать уроки и учился шаляй-валяй. В 11 лет по окончании начальной школы он провалил переводной экзамен и очутился в заведении для таких же, как он. В этой школе, конечно, давали среднее образование, но уровень его был такой, что о колледже или университете думать не приходилось. Надо было готовить себя к вступлению в ряды его величества рабочего класса. В 1953 году юный Ричард дал своей маме Элзи благословение на новое замужество, и она вышла за Гарри Грейвза. Тогда же Ричард сильно простудился, недолеченный грипп перешел в плеврит, и он угодил в больницу на Мертл-стрит. В этой больнице плеврит дал осложнение на легкие. Врачи переправили его в детский госпиталь Хэзуэлл, где он провалялся следующие 2 года. Несмотря на такие несчастья, свалившиеся ему на голову, Ричард был юношей спокойным, задумчивым и добродушным. В эти-то 2 года он, наверное, и научился думать сам по себе, надеяться на себя и полагаться только на свои силы. Такой полный отрыв от коллектива на столь длительное время очень способствовал развитию индивидуальности. И когда 15-летний Ричард Старки вышел из больницы, о возврате в школу и продолжении образования не могло быть и речи. Быть переростком-второгодником ему не хотелось.
Надо было уже не об учебе думать, а о работе. И Ричард было поступил на железную дорогу, рассыльным. Но на первой же медкомиссии его забраковали, а потом он устроился барменом на паром. Но после того, как он появился на работе в подпитии и нагрубил начальнику, его убрали и оттуда. В 17 лет он устроился на фирму Генри Хант и сыновья, учеником в столярный цех. Но поэзия пилы и рубанка тоже как-то обошла его стороной. В это время по Ливерпулю как грибы появлялись группы скифл. Знаете, стиральные доски, контрабас, сделанный из унитаза. Короче, создание музыки подручными средствами. Молодой Ричи с приятелем Эдди Майлзом, тоже учеником из столярки, организовали команду под названием Эдди Клайтон Skiffle Group. Ричи колотил по всяким полым предметам, и самодеятельный коллектив развлекал рабочих в обеденный перерыв. По вечерам играли на вечеринках, обслуживали всякие конкурсы. И в декабре отчим Гэри Грейвс подарил Ричи первую настоящую барабанную установку. Она была, правда, подержанная, но Гарри самолично приволок ее из Лондона в Ливерпуль на поезде. Эту халамиду, когда она отслужила свое, Ричи поменял на новенький премьер, сверкающий черным лаком, половину денег на который он одолжил у деда. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. С этой установкой молодой Ричард Старки кочевал от команды к команде, пока не осел постоянно в группе Рори Шторм и Ураганы. Рори Шторм, высоченный блондин, был природным шоуменом. Он придумал себе псевдоним и настоял, чтобы Ричард Старки взял бы себе для сцены что-нибудь такое хлесткое и запоминающееся. Ричард носил на пальцах перстни, за что уже получил прозвище Рингс, то есть кольца, которое превратилось потом в Ринга. Сами понимаете, буква О в конце сама круглая, как кольцо. И к 60-му году Ураганы стали лучшей группой Ливерпуля, и летом им предложили работу в многотысячном лагере отдыха Батлинс в местечке Поули в Уэльсе на целых 13 недель. И перед юным Ричи стала дилемма: продолжать свое столярное ученичество, на чем настаивали родители и его тогдашняя невеста Джеральдина. С другой стороны, все лето играть на сцене, получая за это целых 20 фунтов в неделю. Соблазн был слишком велик. В итоге Ринго подал на фирму заявление об уходе, а невесте, которая сильно возникала, сказал, что помолвка отменяется и что теперь у них размолвка. Но мы вернемся к нашей истории, группе «Ураганы», с которой Ринго попал в Гамбург в клуб Кайзер Келлер. Там же тогда играли Битлз, но «Ураганы» шли красной строкой, на афише красовались выше, денег они получали больше и имели комнаты почище. Барабанщик Битлз Пит Бест на работу ходил не очень регулярно, и в такие дни его добровольно подменял Ринго. И летом 61-го Ринго справлял полное совершеннолетие. Дела у него шли хорошо. Второе лето подряд он играл в лагере отдыха Батлинс, но все это ему потихоньку начинало надоедать. Ринго даже подумывал бросить музыку, вернуться к столярке и эмигрировать в Техас. Там ему на заводе в городе Хьюстоне работу предлагали. Но вы же знаете, какие у американцев чумные анкеты. Ринго засел, заполнил имя, год рождения, а потом пожевал карандаш, да и забросил это дело. Так человека вот уж в который раз природная лень спасла. А так бы был сейчас мастером по диванным ножкам. В 62-м Ринго вернулся в Гамбург, играл на барабанах с Тони Шериданом в клубе Топ-10, и деньги были хорошие, своя квартира, машина у него была, но и это ему скоро надоело. Ринго вернулся в Ливерпуль к своим «Ураганам» и вместе с ними отыграл третье лето в лагере Батлинс. И в августе 62-го Ринго поступили два предложения. Одно от группы Кингси Тейлор and the Dominos, другое от Битлз. И он принял последнее.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. К тому времени, когда Ринго стал барабанщиком Beatles, у тех уже был контракт с фирмой Parlophone. И фирма, как вы знаете, перепоручила их своему продюсеру Джорджу Мартину. Джордж послушал записи Beatles и не взлюбил Пита Беста. Понятно, как барабанщика, а не человека, поскольку знаком был с ним только по записям. Корректно, но твердо и без обиняков он заявил 3 остальным, что барабанщик их нехорош. Начали искать замену. Первым называли кандидатуру Джонни Хатчинсона, игравшего в ливерпульской команде «Большая тройка». Он тогда считался самым крутым ливерпульским барабанщиком. Но потом вспомнили про Ринго. И когда он приехал на свою первую запись с Beatles, Джордж Мартин решил подстраховаться и нанял профессионального, надежного барабанщика по имени Энди Уайт. Итак, на первой сессии Ринго к барабанам вообще не допустили. Спасибо еще, что дали в бубен побить. Ну, а теперь Ринго человек всемирно известный. Про него никто плохого слова не скажет. И когда нужно прилепить к нему лестный эпитет, обычно говорят «обаятельный». В переводе на общепонятный язык это значит, что Ринго красотой не блещет. А вот Пит Бест, на замену которому пришел Ринго, был красавец писаный. И когда Ринго впервые вышел на сцену с Битлз в клубе Каверн, девушки из зала скандировали «Пит forever, Ринго never». То есть Пит навсегда, Ринго никогда. Сами понимаете, для чувствительного человека с большим и не очень прямым носом услышать такое от девушек, ради которых, можно сказать, он и на барабанах играл, было очень и очень обидно. Поначалу Ринго врастал в Битлз с трудом. Факты? Пожалуйста. Официально он стал барабанщиком в группе 18 августа 1962, а через несколько дней, 23 числа, Джон Леннон женился на Синтии Пауэлл. Так он нового приятеля и коллегу не только что на свадьбу не позвал. Он даже ему об этой свадьбе ни словом не обмолвился. Удивляться тут, собственно, нечему. Из животноводства мы знаем, что если в стадо привести новую корову, то остальные ее первые 3 дня легать будут, пока не привыкнут. Это универсальный закон коллектива. Легать Ринго очень скоро перестали. Он не только вошел в коллектив, но и стал незаменимым его элементом. Во время многочисленных пресс-конференций и интервью Ринго блистал остроумием. Конечно, Леннона перещеголять было трудно, но у того шутки были язвительные. А вот Ринго с его меланхолической физиономией и нависающим носом был, что называется, свой в доску. «А любите ли вы Бетховена?» – спросили как-то журналисты. «Конечно, люблю», – не задумываясь, ответил Ринго. «Особенно его стихи». Ну а в плане музыкальном Ринго честно исполнял свою, в общем-то, однообразную работу. Одеяло на себя не тянул, не выпячивался, лишнего не играл. В 1965-м Ринго женился на своей старинной подруге Морин Кокс. Познакомились они еще когда Битлз в Каверне выступали, и Морин туда частенько захаживала. Она тогда училась на парикмахера. Женились они втайне, ведь
Поклонницы Битлз такого предательства бы Ринга не простили. Ведь с 62 по 65 год это время неистовой битломании, когда Ринга покинул родной Ливерпуль и переехал в Лондон. Да и там бывал нечасто, пропадая на бесконечных гастролях. В этой безумной круговерти отношения Ринга с невестой оставались прочными. В декабре 64-го у Ринга еще удалили аденоиды, и Морин бросила все свои дела, прикатила в Лондон за ним ухаживать. Не будем скрывать, что свадьбу-женитьбу подтолкнуло обстоятельства известного свойства. Морин была беременна. Первый сын, Зак Старки, появился в 65-м году. Ринга был единственным сыном, и ему очень не хватало братьев и сестер. Поэтому, став отцом, он решил с самого начала, что сынок его от такого одиночества страдать не будет. И без малого через 2 года, в 67-м, в семье Старки появляется второй сын Джейсон. А еще через 3 третий ребенок, дочь Ли Паркин Старки. Супруги жили душа в душу, шутили легкими такими парикмахерскими шутками и друг другу совершенно подходили. Поэтому, когда газеты в июле 75-го объявят о разводе, все будут в шоке. Зиждевшаяся поначалу исключительно на подростковом обаянии и задорном рок-н-ролле битломания довольно быстро стала переходить на куда более прочную основу сонграйтерского таланта Джона Пола и стремительно догонявшего их Джорджа. Ринго таким талантом был совершенно очевидно обделен и не мог не чувствовать себя в этой связи рядом с товарищами белой вороной, ну или, как говорят в Англии, черной овцой. И интересно при этом, что если рвавшемуся встать вровень с главным авторским тандемом Харрисону приходилось чуть ли не зубами выцарапывать место для своих песен, безамбициозному Ринго, щадящие его самолюбие товарищи, всегда на каждом альбоме отводили символическое местечко для его непритязательного, но не лишенного своеобразного шарма вокала. На первых альбомах ему доставались, правда, чужие песни. До поры до времени остававшиеся в репертуаре Битлз американские поп, рок и соул-стандарты. Со временем Джон и особенно Пол стали щедро отдавать ему свои, в том числе отнюдь не проходные песни. Задорный рок-н-ролл «I Wanna Be Your Man» и ставшую гимном дружбы «With a Little Help From My Friends». Ну а венчает вокальные достижения Ринга в Битлз, конечно же, при всей своей детской маршевой простоте, психоделически-сюрреалистическая «Желтая субмарина», пропетая с нарочито невозмутимой, но вместе с тем лукавой серьезностью. Песня заслуженно стала одной из самых знаменитых и любимых во всем наследии группы, и со временем породила грандиозный полнометражный мультфильм, где Ринго была отведена чуть ли не главная роль. Думаю, нужно сказать, что про самих Битлз и в целом про битломанию у меня уже был отдельный ролик. Поэтому сразу перенесемся в 70-й год. И тогда, в полном соответствии с пропетым им гимном дружбы, дружелюбный и неизменно позитивный, Ринго был в течение многих лет тем самым якорем, который удерживал начавшую трещать лодку Битлз от распада. Именно его Джон и Джордж отправили на ферму Маккартни в Шотландию, в оказавшейся бесплодной попытке отговорить Пола от выпуска сольного альбома до релиза Let It Be. А когда Леннон ушел от Синтии, Стар поселил оказавшегося бездомным друга вместе с новой возлюбленной у себя в лондонской квартире. Когда Битлз распались, у Ринго за плечами было уже 2 сольных альбома. И в конце 70-го Ринго также барабанил и у Джона Леннона в Plastic On a Band и принял участие в записи тройного альбома Джорджа Харрисона. К тому времени он снялся уже в 2 кинокартинах, и в 71-м снимется еще в 2.
Он же будет участвовать в концерте для Бангладеш, организованном Джорджем Харрисоном в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден. И мало кто знает, что Ринго не чужды были и художества. В сентябре 1971-го он и его приятель Робин Крукшнак организовали дизайнерскую фирму под названием Ring O' Robin, которая занималась дизайном мебели в стиле арт-деко. Фирма просуществовала аж до 1976 года. Ну а в 1972-м Ринго заделался уже кинорежиссером, поставил фильм «Рожденный для буги». Картина о группе T-Rex. В том же году он работал над одной из своих лучших ролей в фильме «Настанет день». Ну а к концу года он совсем разошелся, стал уже не режиссером, а продюсером картины «Сын Дракулы», в которой снялся Гарри Нильсон, музыкант, сочинитель и питейный друг Джона Леннона. Кстати, о Ленноне. Вы, наверное, видели его фотографию, сидящего за белым роялем в белой такой комнате с высоченными окнами. Сидит такой и играет песню Imagine. То есть играть он мог, конечно, теоретически все что угодно, хоть и чижик-пыжик, но играл именно Imagine. Вы уж мне на слово поверьте. Этот белый зал – одна из комнат в его поместье Титтенхерст-парк, которое он с Йоко купил в мае 1969 года. Это классическая постройка 18 века, расположенная на 70 акрах земельных угодий. Это по-нашему будет 28 гектаров, или в переводе на дачные единицы 2800 соток. Расположено оно недалеко от города Эскот, где проводятся знаменитые скачки. От Лондона всего 26 миль. И Джон построил там студию, где и записал пластинку Imagine. Я рассказываю об этом поместье так подробно, потому что в 1973-м, когда Джон и Йоко собрались в Америку, они продали это поместье Ринго Старру. Ринго со всеми своими чадами и домочадцами перебрался в классические хоромы во все эти 26 комнат. Студию Ринго использовал сам, да еще в наем сдавал. Тогда же он создал свое музыкальное издательство. И в этот период он записывается с Харрисоном на его пластинке «Жизнь в материальном мире». Ну а в ноябре 1973-го выходит самый известный альбом Ринго Старра. Как вы думали, под каким названием? Конечно же, Ринго. Все три бывшие участника Битлз порознь приняли в нем участие, а в песне «Я величайший» концентрация Битлз самая высокая. Ринго, Джон и Джордж – 3/4, или, математически выражаясь, 75% битловского состава. В следующем 1974-м вышли его альбомы «Только ты» и «Спокойной ночи, Вена». Как и на предыдущей пластинке, трое друзей из Битлз посильно помогали в записи. Этот период для Джона Леннона был периодом загула, так называемых «забытых выходных». Он почти год беспробудно пил и куролесил в компании Гарри Нильсона. Иногда, правда, и работали. Тогда Джон Леннон спродюсировал пластинку Нильсона. На этой же пластинке Ринго приходил и играл на барабанах. И то ли под дурным влиянием Леннона, то ли еще почему, но только семейное счастье тогда у Ринго пошатнулось. Он махнул рукой на все эти поместья и стриженные аллеи и со стаканом горилки в руке влился в казацкую вольницу. В это же время он записывается и с Джорджем Харрисоном на его пластинке «Темная лошадка», которая выйдет в свет в конце 1974-го. Ну а к 1975-му Ринго догулялся. Его женитьбе с Морин пришел конец. Не знаю, правда, как долго он страдал, но думаю, недолго. Ведь после развода завел себе новую подругу, Нэнси Эндрюс. Ну а чуть позже Ринго решил обзавестись и своей пластиночной фирмой. Что он в конце концов хуже других, что ли? И назвал он ее достаточно остроумно. Ring O Records. То есть букву О отделил от своего имени. Все было чин по чину. Директора, совещания, планерки, контракты с артистами, график выпуска продукции, сбыт, продажа, реклама.
Ринго терпел это дело года 3, но к концу 78-го, когда увидел, что прибыли скромные, а бесконечные хлопоты отнимают время и силы, то фирму эту прикрыл. Ну а в том же 75-м у него выходит очередной альбом, сборник его лучших песен. Здесь я должен опять перевести разговор на презренный металл, и сейчас поймете почему. Налоговая инспекция в Англии берет с человека подоходный на основании финансового отчета за прошлый год. То есть ты денежки заработал, промотал, а тут инспектор появляется как черт из коробочки. Будьте любезны, заплатите. А если платить уже нечем, или сумма большая и очень жалко. Короче, в конце 75-го Ринго вполне законно, ни от кого не убегая, официально сменил страну, переехал в Монте-Карло, куда юрисдикция британских фининспекторов не распространялась, и тусовался между Монте-Карло и Лос-Анджелесом. Вел, так сказать, интенсивную светскую жизнь. Ни бизнесом, ни музыкой особо не интересовался, хотя и появился в известной картине режиссера Кена Рассела «Листомания», где сыграл коротенькую, но запоминающуюся роль папы римского. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Рингины альбомы были довольно популярны, и ими заинтересовались крупные пластиночные фирмы, и весной 1976 года он подписал контракт с Polydor в Англии и с фирмой Atlantic в США. И в сентябре вышел его новый альбом под названием «Ротогравюра Ринго». Но что-то такое не замкнулось между музыкантом и слушателями, и кривая рингинового успеха стала загибаться вниз. Ведь в следующем 77-м у Ринго выходит альбом, но тиражи продаж оказались настолько скудными, что Atlantic перепихнул своего знаменитого артиста в мелкую фирму Portrait Records, на которой в апреле 78-го у Ринго вышла пластинка под названием «Скверный мальчишка». Для рекламы альбома была показана даже специальная телепередача, но и она особо не помогла. И следующий 79-й год стал для Ринго трудным и тяжелым. Здоровье его крепостью, как я уже говорил, никогда не отличалось. И случилось так, что он оказался при смерти. Его на скорой доставили в больницу в Монте-Карло. Была операция и вырезали больше метра кишок. Но уже к маю Ринго поправился и 19 числа вместе с Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном играл концерт-экспромт в честь женитьбы Эрика Клэптона на Пэтти Бойд Харрисон. Нет, ну Харрисон, я не понимаю, как можно на свадьбе собственной жены играть. Неудачи, правда, продолжали преследовать Ринго, и в этом же году его лос-анджелесский дом сгорел. Сам он остался невредим, но вся его богатейшая коллекция книг, афиш, пластинок и разных памятных вещей периода Битлз сгорела дотла. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Ринго, конечно, человек цивилизованный, можно даже сказать культурный, но если приглядеться внимательно, то есть в его лице какая-то доисторическая дикость. Во всяком случае, режиссер кинофильма «Пещерный человек» увидел его именно в таком ключе и пригласил Ринго на главную роль дикаря. И сами понимаете, что первобытно-общинный строй, звериные шкуры, отблеск костров, как ничто другое позволяют показать дамскую красоту. И на роль главной героини пригласили Барбару Бах, американскую актрису, знакомую вам, быть может, по кинофильму Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил». И одно дело наблюдать красоту на экране, а совсем другое работать с этой красоткой, видеть рядом, во всех, понимаете ли, 3 измерениях, вдыхать разные тонкие ароматы. Да еще и роль Ринго выпала боевая, контактная. Он по долгу службы взаимодействовал с Барбарой активно в ближнем бою. Короче, Ринго влюбился, и Барбара ему ответила взаимностью. И по окончанию съемок они решили не расставаться, вместе поехали в Англию и также вот вместе неразлучно угодили в жуткую автокатастрофу. Случилась она 19 мая 80-го года.
чуть оба до смерти не убились. Авария, правда, странным образом сблизила их еще больше. И в июле выздоровевший Ринго вместе с Полом Маккартни начал работу над своим альбомом «Остановись, понюхай розы». Ну а чуть позже Ринго навестил Джона Леннона в Нью-Йорке. Тот дал ему 4 песни для записи, и друзья обсудили будущие совместные планы. Но осуществиться им было не суждено. Вечером 8 декабря Джон Леннон был убит. И на следующее же утро Ринго с Барбарой вылетели в Нью-Йорк утешать овдовевшую Йоко. That is bringing me down. That went wrong from the start. В феврале 1981 года Ринго поехал в Монсеррат, в Карибском бассейне, в субтропике, где Пол Маккартни записывал свой альбом. Помог ему, постучал по барабанам, а в апреле уже играли свадебку. Джордж Харрисон, его жена Оливия, Пол и Линда Маккартни были среди многочисленных гостей на бракосочетании Барбары и Ринго Стара. Лето молодоженам выдалось трудовое, рабочее. Ринго и Барбара отправились в долгую рекламную поездку с презентацией кинофильма «Пещерный человек». И осенью Ринго с молодой женой и ее 2 детьми от первого брака, для которых Ринго стал родным отчимом, переехали в поместье Титтенхерст. За делами помещичьими не забывал Ринго и родной Ливерпуль. Там в конце 81-го он стал совладельцем местной станции кабельного телевидения. А в конце 82-го они с женой снялись в картине Пола Маккартни. И насколько я помню, это была последняя попытка Пола Маккартни на экране. Ясно было, что как кинематографист он не состоялся. А в следующем 83-м Ринго заделался уже радиоведущим и целых полгода вел передачу «Желтая подлодка Ринго». А чуть позже вышел в свет его очередной альбом. Причем выпущен он был только в Южной Америке, Японии и Канаде. А вот дальше интересно. В 84-м продюсеры мультфильма «Томас Паровоз» искали актера, который озвучил бы главного персонажа. И выбор их остановился на Ринго Старре. И действительно, в его голосе есть скромность маневрового локомотива, шипение пара и теплота кочегарки. Серия эта стала популярной, и Томас Паровоз стал любимой игрушкой в детском саду. А Рингин голос зазвучал совсем под другим соусом и для совсем другого поколения. She's mine, she belongs to me, and we'll get on fine as long as you agree that she's my private property, private property. В 85-м он снялся в небольшой роли в кинофильме «Вода». Его сняла компания Handmade Films, генеральным продюсером которой являлся Джордж Харрисон. А дальше он снялся в телеспектакле по «Алисе в стране чудес», где Ринго доверили роль черепахи. Но главным личным событием года для него стало рождение первой его внучки. В следующем 86-м Ринго работал голосом паровоза. И началась работа над вторым сериалом. А уже в 87-м... Слушай, постой, Булат, скажете вы. Что ж, за весь год только паровоз и изобразил? Да, трудное было время у Ринго. Именно для работы трудное. Ведь начиная с 84-го он стал сильно закладывать. Вся вторая половина 80-х прошла у него в этом этиловом тумане. Только когда туман рассеивался, он делал что-нибудь общественно полезное. Например, в 87-м барабанил у Джорджа Харрисона на пластинке «Девятое облако». Но в целом Ринго сильно развинтился. Отсутствие трудовой дисциплины с одной стороны и обильный достаток с другой толкали его к стакану. Пил он не один, а с верной подругой жизни супругой Барбарой. И только в октябре 88-го они смогли взглянуть правде в глаза, признать себя алкоголиками и отправиться в лечебный профилакторий. Лечение было трудным, мучительным, преодолевать себя приходилось сантиметр за сантиметром. Теперь эти времена давно позади. Сейчас Ринго абсолютный трезвенник, веган и ведет предельно здоровый образ жизни в солнечной Калифорнии. Он настолько заботится о своем здоровье, что вот уже много лет, задолго до коронавирусных ограничений, отказался от всех рукопожатий. But you gotta lose
К 89-му Ринго просох, напитался жизненной силой и готов был продолжать свою биографию. Протрезвев, Ринго ясным взором взглянул на свое поместье Титтенхерст-парк и решил его продать. Весну и начало лета он записывался с разными старыми приятелями, снялся в автомобильной рекламе со своей дочкой Ли, ну а в июле на радость фанам Ринго отправился в самый свой первый концертный тур. Но старые грехи тянулись за ним как хвост. Его пластинка 1987 года, так называемый «Мемфисский альбом», предстала его трезвому уху совсем в другом свете. Вернее, звуки. Ринго понял, что постоянное его кировое состояние качеству музыки, условно говоря, не способствовало. Теперь он с этим мириться не хотел, но пластиночная фирма упиралась. Пришлось аж судиться, и суд решил в его пользу. Вскоре Ринго создал музыкальный ансамбль All Star Band, состав которого постоянно менялся. И записи, сделанные во время концертного тура, он выпустил в 90-м году на пластинке. Последующие 2 года прошли во всяких мелких проектах, но к лету 92-го Ринго одолела жажда странствий. А тут и сынок Зак подрос, и теперь на сцене отец делил с сыном свою нелегкую судьбу барабанщика. И к началу гастролей 92-го вышла пластинка «Для времени нужно время». Тур, начавшийся в июне 92-го, затянулся, и кроме Америки прокатились еще и по Европам. Ну а в 93-м вышел концертный альбом и видео, записанными во время тура в швейцарском городе Монтро. Настал 94-й. Нашли неоконченные записи Джона Леннона, оставалось к ним только товарищей добавить. И товарищи дописали ленноновскую песню «Свободен как птица». Но в 94-м у Ринго стали умирать близкие люди. 15 января от инфаркта скончался его компаньон, сочинитель, вокалист и неутомимый выпивоха Гарри Нильсон. А в августе от воспаления легких умер отчим. А в декабре от осложнений после пересадки костного мозга умерла его первая жена Морин. После развода она вышла за некого Исаака Тигрета, создателя Hard Rock Cafe, такого предприятия общественного питания, где в виде украшений на стенах развешаны рок-н-ролльные экспонаты, гитары разных знаменитостей, золотые пластинки, известные сценические костюмы и прочее. И теперь этих кафе по всему миру расплодилось довольно много. В новом тысячелетии музыкант продолжил баловать поклонников новыми песнями и альбомами. Впечатляющее возвращение. Так высказались критики по поводу его пластинки «Ливерпуль-8». Чуть позже свет увидел еще 2 сольника. В 17-м вышла новая, 19-я по счету пластинка, а следующий диск вышел 2 годами позже. Эти песни были записаны на домашней студии Ринго в Лос-Анджелесе. Ну а 80-летие он отметил концертом с прямой трансляцией. Это шоу со множеством знаменитых гостей заменило публичное ежегодное празднование в Capitol Records Building. В 2021 году состояние Ринго достигло отметки в $390 миллионов. И на сегодняшний день он самый богатый барабанщик в мире. В том же году он выпустил еще и мини-альбом, после чего снял еще и клип на песню «Давайте изменим мир», в котором вместе с группой молодежи предстал танцующим рядом с памятником миру и любви. В
феврале 22-го Ринго объявил о своем намерении возобновить гастроли с группой после трехлетней паузы. Запланированный тур на конец весны и начало лета полностью не состоялся, поскольку несколько участников заболели коронавирусной инфекцией. Города, которые музыканты не посетили, в итоге попали в список локаций осеннего гастрольного тура. Однако и тут артистам удача не благоволила. В начале октября стало известно, что у Стара диагностировали ковид, из-за чего пришлось отменить сразу несколько мероприятий. Но месяцем ранее он выпустил мини-альбом. К слову, он объяснял публике, что не заинтересован в производстве полноценных студийных пластинок. Более частый выпуск мини-альбомов позволял ему проявлять свой творческий подход и придавать каждой песне намного больше любви. Ну а и весной 24-го он представил вниманию публики очередное свое детище. При этом он отметил, что, возможно, вскоре порадует фанатов и полноформатной пластинкой, чего давно не делал, ведь за время работы ему удалось собрать 9 качественных треков. Однако в сентябре 24-го стало известно, что он вынужден был отменить оставшиеся концерты своего тура по США из-за болезни. На этом настояли медики. Согласно информации источников, у него началась простуда. Но уже спустя месяц Ринго анонсировал кантри-альбом и выпустил первый сингл с него. Про Ринго, как барабанщика, говорили разное. В 64-м Джордж Харрисон произнес: «Играть с Ринго – это все равно, как водить машину на 3 колесах». С другой стороны, Джордж Мартин, вспоминая ранний период, сказал, что Ринго песню чувствовал сразу и безошибочно задавал правильный темп. А вот еще одна цитата. «Ринго был лучшим барабанщиком Ливерпуля», сказал Пол Маккартни в 1988 году. Юмор был у него специальный, местный. Он даже не знал, когда он говорил смешное, а говорил он с заголовками. Мы ходили за ним с записной книжкой наготове. Неизвестно было, что из него в следующий момент выскочит. Ну а теперь некоторые чисто музыкальные моменты. Ринго был практически первым рок-н-ролльным барабанщиком на телевидении. Люди, до него игравшие с Элвисом, Биллом Хейли и прочими, были прилизанные аккомпаниаторы в аккуратных концертных пиджачках. Палки они держали по учебнику, как в духовом оркестре. Ринго первым заиграл не по уставу. Палки держал одинаково как в правой, так и в левой руке. А полагалось для чистоты дроби левую руку держать ладонью вверх. С Ринго также началась традиция поднимать барабаны вверх, чтобы установку из зала было видно всем. Это теперь задним умом очевидно, а тогда это все было в новинку. Кроме того, Ринго первым из известных барабанщиков стал играть на установке Людвиг, и последователей у него появилось достаточно много. Там ведь звук особый. И с Ринго началась другая метода записи барабанов. Он первым ввел заглушку. Звук стал низким, микрофоны ставили на каждый барабан совсем рядом. Если вы не знали, то сейчас барабанщики записываются с метрономом. Но когда Битлз писались, этого не было. На ответственности Ринго было помнить и держать абсолютно тот же темп, что на предыдущем дубле. Иначе записи было бы не свести вместе. Ринго ориентировался в сложных ритмах. All You Need Is Love на 7 четвертей. Here Comes the Sun содержит 11 восьмых, 4 четверти и 7 восьмых. И, наконец, после распада Битлз, на свою первую пластинку Джон Леннон мог пригласить кого угодно. Но пригласил он именно Ринго.